Вот такой заливной пирог у меня получился. Готовится быстро, просто и получается очень вкусно. Кто со мной, присоединяйтесь. Я вас приветствую на своем канале. С вами Валентина. Готовим заливной пирог. Он у меня будет с начинкой рис, консервы, горбуша, яйцо. Можно добавить зелень, но начинка может быть любая. В емкость выкладываю консервы и слегка помну вилкой. Часть жидкости из консерв слила. В консервах присутствуют косточки. Мы их можем убрать и также можем и оставить. Они у нас мягкие и съедобные. Рыбу слегка помяла, сильно в пюре не превращаем. Добавляю рис. Риса уйдет где-то стакан, может быть полтора. Смотрите по объему, по вашему. Рис, конечно, вареный, промытый. Все как полагается. Порежу 3 штуки яйца. Такую начинку можно добавить пережаренный лук, морковь, но зелень сюда так и просится. Но у меня нет зелени. Буду без зелени. Теперь готовим тесто. Для теста 2 яйца, щепотка соли, 1 столовая сахара. Что-то у меня сюда попало. Сахар не обязательно. Перемешаем. Теперь добавляем 300 мл кефира, 1 чайную ложку разрыхлителя теста или 0,5 чайной ложки пищевой соды. Перемешаем и вводим муку. Муку добавляем примерно 1,5 стакана. Ее желательно просеять. По весу это примерно 250 грамм. Перемешиваем, чтобы не было комочков. Вот такое сметанообразное тесто получилось, не густое и не сильно жидкое. Еще в тесто можно добавить 20-30 грамм растительного масла. Но это по желанию на любителя, не обязательно. Берем форму, где вы будете печь, добавляю немного растительного масла. Все смазываю и борта, и низ кисточкой. В форму выливаю часть теста, половина, немного. Выкладываем начинку. И сверху также оставшимся тестом заливаем. У меня получилось очень много начинки. Мы ее ровненько распределим. Если есть желание и есть сыр, то можно натереть еще его поверх. Будет еще вкуснее. И теперь распределяем оставшееся тесто. Если у вас присутствуют вот такие пробелы без теста, можно тесто просто разровнять ложкой. И теперь ставим выпекаться. Температура 180 градусов, 30-40 минут. Все зависит от духовки. Желательно ставить в разогретую духовку. Посмотрите, какой красивый пирог получился. Поверхность слегка смазываю растительным маслом. Руки вы не испачкаете, масло оно впитается. Готовность мы проверяем деревянной шпажкой. Прокалываем. Если шпажка у нас сухая, то пирог готов. Слегка подстынет, и я вам покажу, какой он будет в разрезе. Вы сами видели, как все просто делается. Все доступные ингредиенты, начинка может быть любая, даже фруктовая. Полный рецепт будет в описании под видео. Загляните, посмотрите и обязательно приготовьте. Посмотрите, все отлично получилось. Уже попробовала, вкусный. Немножко выскакивает начинка, но ничего страшного. Сейчас Он еще теплый, горячий. Посмотрите, в разрезе какой красивый. Румяный. Советую приготовить. На этом все. Заходите в гости на канал, пишите рецепты, будем с вами готовить. С вами была Валентина. Пока-пока.